Всем привет. Вчера-позавчера вы выбрали расклад на сегодня номер один и первый вариант. Напомню, как все работает. Вы вчера, то есть вы сегодня выбираете на завтра, образно говоря, да? Например, я на два расклада выбираете. Например, я буду завтра двоечкой в первом раскладе и троечкой во втором раскладе. Напомню, что вечных двоечек, вечных троечек не бывает, потому что каждый раз разным людям. Потому что это и по энергиям чувствуется. Я не могу делать, как Аня, понимаете? Поэтому у меня всегда разные люди. Итак, момент в будущем, после которого ничего не будет как прежде. И, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, их три, потому что я в раскладе забываю, какие вопросы, я всегда вопросы заранее пишу. Итак, давайте начнем, я думаю. Единички. Простите меня, сразу говорю, потому что негативные карты я и буду. Если пятерка пентаклей это карта бедности, то я ее и буду так читать, не приукрашивая. Лапшу вешать я не собираюсь, поэтому как карты есть, так они и есть. И значения карт, они нерушимы. Они выбиты в граните, и от себя я ничего придумать просто права не имею. Пятерка пентаклей, карта бедности. И вопрос, что за момент перевернет твою жизнь с ног на голову. Ну вот как тебе мягко протрактовать, да, чтобы, как сказать, чтобы тебе понравилось. Тут нет ничего понравившегося, потому что по огню все сгорит. Это так трактуется пятерка пентаклей, рыцарь жезлов. И в один обычный день, и знаешь, это скорее всего в марте-апреле, ты останешься без копейки. По-другому никак, никак. И это все будет по огню, то есть быстро, как сказать, можно сказать, мгновенно. Счет заблокируют, работу урежут или вообще уволят, да? Муж или парень, если он тебя и скажет: я ухожу, и все заберет, что можно забрать. Проснешься утром, откроешь телефон, просто увидишь ни хрена. Даже вот то, что ты прятала на черный день, оно, как сказать, не поможет. Поэтому ни съемные этой квартиры, ни машин просто в жопе. В жопе. А по-другому никак не скажешь. Даже как бы я ни выворачивался, но пятерка пентаклей, рыцарь жезлов, рыцарь огня, ну по-быстрому все сгорит. Вот. И ты будешь сидеть в пустой квартире, в одном халате и реветь так, как никогда в жизни не ревела. Почему? Потому что вопрос, что за момент жизнь твою перевернет. И это будет самый страшный день в твоей жизни. И одновременно самый важный. Не все так плохо, не все. Помним, да, будущее, оно вариативно. И если ты заранее знаешь, предупреждена, значит вооружена. Значит, ты можешь все исправить. Потому что вот значения карт, они в граните выбиты, а вот будущее нет, оно вариативно. Поэтому ты можешь уже сегодня начать, как говорится, деньги откладывать, готовиться, и это просто мимо тебя пройдет. Почему этот момент случится именно с тобой и именно тогда? Знаешь, по картам, потому что ты слишком в иллюзии жила долго, что вот если ты будешь
идеальной работягой, там, идеальной женой, идеальной подругой, дочерью и так далее, то тебя никогда не тронут. Ты вот, давай объективно, да, ты пашешь как проклятая. Чтобы вот все было стабильно, чтобы никто не ушел, возможно, тапочки подносишь, да? Чтобы вот под контролем все было. И ты откладывала себя на потом. Потому что, ну, сначала же надо закрыть там ипотеку, сначала надо вот это, сначала надо мужу, сначала надо всем. Твоя вот эта любимая песня «Сначала всем», о себе, ну, это когда-нибудь потом, в другой жизни. И вот Вселенная, она просто решила, что хватит. Ты уже все отдала, больше нечего будет отдавать. Пора забирать тебя обратно. И вот этот момент случится именно тогда, когда ты наконец-то дойдешь до точки, где внутри тебя останется только пустота. Когда ты уже не будешь чувствовать ни радости, ни злости, ни желания. Когда ты будешь просто роботом, который ходит на работу, на фотографиях улыбается и вид делает, что все хорошо. Вот именно в этот момент тебя выдернут. Жестко и без предупреждения, потому что по огню. Чтобы ты наконец-то проснулась от своих иллюзий. Как твоя жизнь изменится после этого и что делать? Ну, знаешь, после этого дня ты станешь богатый. Вот реально богатый. Не сразу, но очень быстро. Через полгода, год ты будешь в такой квартире жить, о которой раньше только мечтал. Да, снимать, возможно, не сама купишь. У тебя начнется действие в голове. Для себя, которое называется. Которая деньги приносит без твоего вот этого ежедневного присутствия, бизнес. У тебя мужчины будут, которые тебя на руках носить будут. У тебя будет свобода, причем полная. Просыпаться будешь и делать только то, чего ты хочешь. Никаких вот этих «надо», никаких вот этих «я должна». Только вот «хочу». Вот твое любимое слово будет «хочу» и «дай». Вот. А что делать после того дня, вот этого, который перевернет жизнь? Ничего. Просто лежи на полу и рыдай. Рыдай вот 3 дня подряд. Не вставай, не ешь, не мойся, на звонки не отвечай. Просто выпусти все то дерьмо, которое копилось годами. А потом на 4-й день встань, носик кверху, вспомни меня, прими душ, одень самое охеренное платье, которое у тебя осталось, и иди устраиваться на любую работу. Хоть продавщицей там в ларек, я не знаю, сейчас есть ларьки, нету. Хоть уборщицей, хоть курьером. Главное, двигаться начни каждый день и маленькими шагами. И параллельно начни делать то, что ты всегда хотела, но откладывала на потом. Там, неважно, рисовать, петь, шить, танцевать, книгу писать, что угодно. И делай это каждый день, хотя бы по часу. Без цели заработать, просто вот для себя. И через какое-то время именно это и будет твоим делом, которое принесет тебе реально миллион. Ну, по картам так. Ты вот потеряешь все, чтобы получить все. Но это будет больно. Даже, я бы сказал, страшно будет, но это будет лучшее, что с тобой случалось. Потому что только потеряв все старое, ты наконец-то позволишь себе жить по-настоящему. То есть свою жизнь. Не чужую, не мужнину, не чью, а свою. Понимаешь?